Всем привет подписчикам, гостей канала. Сегодня пришла посылка, значит, из Китая. Заказывал на Алиэкспресс 11 числа. Ну, давайте открою, покажу, что я заказал. Это цифровой ваттметр. Запакован средненько, но однако продавец отправил быстро. Дошла без приключений. Все отслеживалось. Так, цифровой электронный ваттметр. Значит, здесь вот у нас видим в пакетике еще инструкция прилагается на английском языке. Ну, попробую вам эту инструкцию рассказать своими словами. В общем, на обратной стороне написано характеристики этого устройства. Так вот, видно вам, не видно. Я продиктую: 220 вольт, 50 герц, значит 16 ампер, 3,6 киловатта. Ну и далее по списку тут до бесконечности практически мерит ватты. Также он ведет подсчет стоимости электроэнергии. На 4 кнопка, функция, константа какая-то или cost, up, down, a, down. Ну вот, видите, up, down это вперед-назад функция. Ну сейчас тогда подключим и проверим все эти дауны. Так, посылка, значит, 250 грамм была заявлена. Давайте замерим. Видим 0. Отлично. Здесь, значит, пленочка защитная. Снимаем. Также здесь видим, тут тоже пленочка, ее потом отдеру. СЕ означает, значит, сертифицированный товар на территории России. Есть такие же цифровые ваттметры. Они идут с различными вилками, там можно выбрать. Я конкретно для России выбирал. Стоимость, значит, фиксированная, сейчас где-то в районе 600 рублей. И доставка бесплатная. Почему-то я придерживаюсь всегда бесплатной доставки. Чтобы потом, если с возвратом, не было никаких разговоров и проблем. Так, здесь, значит, евровилка, поэтому, если у нас простая розетка, надо поставить переходничок. Подключаю. Так, сейчас тогда я намерен полностью его вам продемонстрировать, подключить различные приборы. Сначала мы включаем, видим все по нолям, значит, на экране. И давайте попереключаем в холостую. Что еще увидим? Киловатт-час. Здесь снизу 0 и день. То есть он может по дням, видимо, как-то считать. Также видим напряжение в сети 225 вольт, 50 герц. Амперы. Значит, коэффициент мощности Power Fraction. Нижний предел в ваттах. Высокий предел в ваттах. H. И константа здесь можно задать киловатт. Стоимость киловатт. Значит, мне этот цифровой ваттметр нужен для моего канала. Значит, я веду там плейлист электроники. Но и в быту очень нужная игрушка. Можно замерить любые купленные вам вновь устройства и проверить соответствие. Ну, кто-то там даже холодильники, телевизоры подключает, если кто-то не знает, сколько они ватт потребляют. Ну вот давайте замерим мой паяльник. Что у нас ближе? Сейчас я несколько включу приборов. Так, 40 ватт. Паяльник ровно 40 ватт. Так, следующее. Давайте еще что-то замерим. Покупал в Китае вот такую лампочку год назад. Кстати, очень хорошая, до сих пор служит, не перегорела.
как бы редкость. В Китае быстро горят лампы. Вот такая светодиодная лампа. Давайте я, значит, ее в настольную вкручу и посмотрим. Отключим. Видим. Лампа потребляет 9 Вт. Ну, скорее всего, было заявлено 10 Вт. Так, давайте следующую. Будем на тестере постепенно нагрузку увеличивать. Так, это чуть попозже. Давайте вот такую лампу. Люминесцентную. Так, люминесцентная кушает 15 Вт. При этом, мне кажется, светит даже хуже, чем 10-ваттная это. Светосила не очень. Так, давайте вот это. Это, наверное, скорее всего 40 Вт. Лампочка Ильича. Включаем. Что-то она разгонялась сначала, до 60 Вт не дотягивает. 57 Вт. 58. Так, ну что тут можно попереключать, еще увидеть. Ну вот коэффициент мощности единица стоит. Значит, потерь нету никаких. Вроде так это расшифровывается. Так, ну давайте еще одну лампочку замерим. А потом я сделаю небольшое объявление для своих подписчиков и радиолюбителей. Так, для этого мне надо вот такие провода, чтобы следующую лампочку проверить. Тут стоит защита от дурака. И, кстати, хорошая защита, я не могу. Пока она разработается. Пока она разработается, смотрите-ка. Вот это не есть хорошо. Я, наверное, уберу эту защиту потом. Вот смотрите, простую вилку я не могу вставить. Из-за этой дурацкой защиты. Итак, продолжаем, значит, испытание. Берем следующую лампочку. Берем следующую лампочку. И включаем, значит, в розетку. Ну что, показывает. Лампа потребляет, так, видно, да, не отсвечивает, 500 Вт. 500 Вт, однако неплохо. Неплохая лампочка. 500 Вт, так она и есть. Итак, я в своих обзорах иногда люблю отвлекаться. Ребята, в общем, есть вот такая коробочка. Дата производства. Ну, это вообще какое-то древнее, тут стерто. По Google эта коробочка никак не пробивается. SA01M. Сейчас я открою крышку, покажу, что там внутри. Значит, там плата стоит и 3 контакта. Вытаскиваем, смотрим. Вот такая плата. Видите, там внутри шарик
И вот такой профиль. По наклонной, значит, шарик туда-сюда катается. Конденсатор, значит, 16 вольт стоит. В общем, пробовал сюда подключить 16 вольт и на среднем посмотреть. Значит, сопротивление меняется, когда вот шарик ходит по этой дорожке. Если здесь минус, здесь плюс, то здесь появляется сигнал от 0 до единицы вольт. От 0 до 1 вольта. В зависимости от положения от крайнего до крайнего. Что это за коробочка, где она использовалась? И как мне ее можно использовать, в каких самоделках, это интересно. Все-таки это как электронный уровень. Что можно сварганить с него? Подсказывайте мне в комментариях. Или там под другим видео в электронике подсказывайте. Скажите, вот по коробочке такие мысли, вот нашли информацию. И посоветуют, что из нее можно сварганить. Но я сам тоже буду думать над этим. Так, дальше возвращаемся к нашему цифровому ватт-метру электронному. И сделаем еще пару испытаний. Значит, включим в эту розетку клеевой пистолет. Проверим его, значит, сколько потребляет. 130 ватт. Даже вот смотрите, падает. Падает. И что, до нуля упадет, что ли? 90 ватт. Так, посмотреть, значит, на самом приборе написано 200 ватт. Очень интересно. Ну, давайте возьмем, значит, вот такой Ресанту. Обогреватель. Сейчас она выключена. Значит, на самом обогревателе написано 3000 ватт. Ну и включаем. Включили пока вентилятор 30 ватт. Включаем один тен. Видим 1,5 киловатта. И включаем второй тен. Вместо 3 киловатт мы наблюдаем 2,800, 2,900. В среднем 3 киловатта выдает. Значит, обогреватель честный. Так что вот такой интересный качественный прибор. Цифровой электронный ватт-метр. Качество 100%. Отличный аппарат. Рекомендую. Покупайте, все ссылки в описании. Это был Майер.